Привет, мой дорогой зритель! Сегодня хочу рассказать вам про лаки, как я лачу картины, показать процесс, пример, как меняется картина, для чего я это делаю и через сколько времени. Потому что достаточно часто мне поступают вопросы: Катя, купили картину, я ее только нарисовала, что же мне делать и так далее. Давайте все это сегодня разберем. Итак, как я лачу картины и чем я лачу картины. В этом видео буду рассказывать только то, чем я работаю. До этого у меня в секретном блоге, где находятся мои онлайн-уроки, я рассказывала вообще про грунт, про лаки, про другие лаки, про подготовку холста. Но видео получится очень большим, я хочу все это дело разделить. Так что сегодня только про то, чем я пользуюсь уже долгие годы, что меня не подводило. Думаю, что продукт менять я точно не буду. Я пользуюсь акрилстирольным лаком от Невской палитры. Такой же есть вариант акрилстирольного лака, есть в спрее, в аэрозоле, но мне не всегда удобно распылять в воздух этот состав. Мне проще налить на картину, распределить кисточку и все материалы просто сразу же выбросить, потому что отмывать их зачастую нет смысла. Больше сам уделаешься. Этот лак имеет запах, но в целом, если ваша комната проветривается, работать можно. Лачу картины я обычно через 3-4 месяца после написания работ, но при этом лачить картины не обязательно. Если у вас хороший холст, хорошие краски, хороший разбавитель, ничто с вашими картинами не будет через даже 20-30 лет, если они не будут находиться под прямыми солнечными лучами. Если поместить картину под солнце, даже с самыми лучшими красками и с любой защитой, она выцветит сразу же, очень быстро. Поэтому, если у вас хорошие краски, хороший холст, если вы написали и просушили картину, ничего с ней не будет. Если вашу картину купили через месяц, можете смело ее отправлять, ничего страшного не будет. У меня раньше был такой страх, думаю, нет, я не отправлю картину, нужен же лак. Единственный момент, когда нужен действительно лак, это когда ваши краски просели в холст, стали такими тусклыми, серыми. Очень хороший пример я сегодня вам засняла, как выглядит мой Хогвартс после просушки. Тут был холст Туюкан. Если честно, эта фирма меня немножко расстраивает, потому что очень сильно грунт и холст впитывает краску, и приходится лачить. Вот темные цвета в картине сразу же проседают. И вот такой вот результат получается, что картина серая, и только после лака она снова набирает свою яркость, насыщенность, блеск. Ну вот такое тоже случается. И, конечно, если заказчик купил картину и она не залачена, я прошу выждать еще хотя бы месяц, если я ее только что написала, месяц просушки, потому что я рисую очень тонко, в 2 слоя, без густых мазков, и в целом за месяц картина достаточно хорошо просыхает, и я смело покрываю. Ни разу не было такого, что я покрыла картину раньше, там, допустим, 3 дня прошло, и там я покрыла ее, такого не было. Поэтому сравнивать не могу, но вот месяц вполне достаточно. У меня ни разу такого не было, что картина пожелтела от лака. Если, конечно, покрыть картину через 3 дня, при этом вы писали мастихином, густые мазки, то, наверное, картина окислится, потому что внутри краска будет еще сырая, она вступит в реакцию с лаком, и ваша картина пожелтеет. Поэтому, конечно, лучше выждать минимум месяц, если вы пишете глиссировкой, очень тоненько, месяц-два, желательно, конечно, 3+, или даже 4+ для надежности, но за месяц у меня никогда не было проблем. Через месяц покрываю и отправляю картину заказчику. То есть в случае, когда я вижу, что темные цвета просели, и мне нужно, правда, выждать некоторое время для покрытия работ, зачастую заказчики всегда идут ко мне навстречу и соглашаются, что они подождут, нежели они потом будут сами покрывать картину лаком. Бывают случаи, когда забирают картину в Санкт-Петербурге, допустим, и я говорю, что напишите мне через 2-3 месяца, я подъеду, покрою картину лаком. У меня даже есть в работе случаи, когда я просто передавала лак, который нужно, или говорила, что нужно купить и как покрыть, если у человека есть желание, он около художественный, около строительный человек, и любые материалы его не пугают, он может это все сделать сам. Особенно удобно баллончиком аэрозольным, акрилстирольным лаком, также от Невской палитры, допустим, просто покрыть, пропшикать на свежем воздухе где-то картины самому заказчику, если он живет в частном доме, не вызывает никаких проблем.
Я отправляю картины заказчикам, если картина светлая, и я вижу, что никаких изменений зрительных я точно не увижу от покрытия лаком, то я ее смело отправляю, потому что ничего с красками не будет. У меня краски хорошие, высшей категории, я считаю, что это полупрофессиональные уже краски, хотя, по-моему, мастер-класс считается профессиональной линейкой. В общем, я от нее в восторге, разбавитель у меня хороший, никогда никаких проблем у меня не было. Единственное, я всегда рассказываю, как хранить картину, где ее вешать и при каких условиях там хранения, что зимой это не должна быть терраса открытая, конечно, с краской, холод, это все вредно, в общем-то. И в целом никогда никаких проблем у меня не было. Если подвести мои слова по итогу, я скажу, что я картины покрываю через месяц или там 2-3 месяца. Если у меня картина темная, я ее обязательно покрываю, потому что темные краски зачастую проседают. А если же картина в светлых оттенках, и я вижу, что особо разницы никакой не будет от покрытия, я могу отправить ее заказчику даже без покрытия лаком. Ничего в этом страшного нет. Если проходит 2-3 месяца, конечно, перед отправлением я ее всегда покрываю. Также важный момент. Покрывайте, пожалуйста, картины в горизонтальном положении. Когда вы их покрыли, не ставьте, пожалуйста, картины вертикально, потому что краска имеет свойство, лак точнее, вот так вот сливаться, пока он не схватился, не высох. И зачастую можно получить вот такие вот подтеки, капли по всей картине. Это будет очень печально. Вот. Так что так делать не нужно. Очень удобно покрывать картину лаком около окна, потому что когда ты наливаешь сверху, ты видишь, как меняется рисунок от лака, а также когда ты поворачиваешься, вот так вот голову поворачиваешь немножко сбоку и смотришь, грубо говоря, глазами почти на уровне картины, ты четко видишь, где у тебя матовые куски картины, где ты не покрыл лаком, или где ты уже покрыл лаком, или лака слишком много. Тогда ты его растягиваешь на те куски, в которых лака не хватает. Покрываю я картины всегда синтетической кистью, которую не жалко. Я обычно их покупаю в канцелярских магазинах. Они невысокого качества, в пределах 50 рублей, потому что, конечно, я за раз покрою, допустим, картины 3-4, оставлю их сушиться, кисточку я, соответственно, выброшу. Вот. Одного такого тюбика мне хватает на 3 картины размером 50 на 70, 60 на 80, около такие вот размера. И в целом я за раз стараюсь не лачить больше 3-4 картин, потому что ты все равно этим всем дышишь, и нужно хорошо открывать окна, чтобы тебе самому не стало нехорошо. Удобно очень летом работать на балконе, например. Есть, конечно, большой шанс, что может к лаку прилипнуть разный мелкий мусор, который летает в воздухе, например, волосы, шерсть собаки и так далее. Лучше, конечно, в помещении, где вы лачите, не пускать домашних животных. У меня в мастерской их нету, я полностью делаю сквозняк в квартире на 2 дня, и могу залачить картины. Больше 2-3 я стараюсь не делать за раз, потому что они хорошо должны просохнуть, а места не так много, картины большие. Этот лак стоит в пределах 400 рублей, но он делает свое дело. Картины становятся страшно эффектные. Вы можете на видео сегодня это посмотреть. Я специально новые кадры сняла для вас процесс. Последние картины, что я писала, они как раз-таки и с выставки, и недавний Хогвартс, он сильно просел, и они очень эффектно выглядят, когда их лачишь, это совсем другие картины становятся, ты такой, вау, вот это цвета, вот это классно. Так что, надеюсь, вам визуальный ряд сегодня понравится. Пишите в комментариях, про что мне вам рассказать еще в следующий раз. Думаю, что между историями картин будут выходить разговорные видео, потому что каждый раз, когда я выкладываю Reels или какое-то видео с моментом залачивания картины, зачастую возникает вопрос, какой лак я использую, чем работаю, через какое время, как отправлять заказчикам и так далее. Но вот все, что я рассказала, в целом меня спрашивают. И у меня физически нет сил отвечать всем. Так что было бы хорошо вот так вот создать одно видео, на которое я бы могла направлять людей. Поэтому, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте палец вверх, это страшно помогает развитию моего канала. А также пишите в комментариях ваши вопросы или собственный опыт, расскажите про свои лаки, как вы работаете, на каких лаках вы работаете. Жду вас в комментариях, пишите, я все читаю.